Хой, союзники! На связи вот Геймер, и что же? Да, вы меня очень радуете просмотрами. Замечательно, и они все повышаются и повышаются. Огромное спасибо Вицназаку, также который посоветовал в сообществе мой видосик. Что же, у нас сегодня с вами Салекзе, Continue Nightmare, I'm free. Естественно, лучшая концовка, но также покажу вам 3 курортных острова за каждого персонажа. Да, курортный остров появляется на лучшей концовке, когда вы проходите самым последним за кого-либо. Например, закончили вы Салли, да, проходить эту троицу на лучшую концовку, и получается так, что Салли оказывается на курортном острове. В данном случае это будет, скорее всего, у меня Эми, но я покажу все курортные острова на хардмоде. Да, у Эми самый простой курортный остров. Что же, заставочка, и прописываем Quickles. Да, решил начать не сначала. Решил начать не с заставочки. Что же, знаете что, а давайте рискнем. Давайте рискнем и начнем с уровня Салли сразу. Как вам идея? Поехали. Сейчас 6 часов утра, и я решил... Да, не спится мне, решил записать. 4 часа спал. Посмотрим мой скилл при этом. При том, что я буду болтать. Ой, жесть. Смогу ли я пройти? При том, что я чувствую себя роботом. Ну, на автоматизме уже прохожу эти места. Ну, кроме того места за Салли на 2-м уровне. В самом конце. Очень подлое место, которое я прохожу иногда на рандоме. Хороший слайд! Ни хрена себе! Это я так могу, да? В 6 часов утра? Классно. Замечательно. Шикарно. У меня нос чешется, но нет. Нет, игра. Нет, Спеймер, терпи. По-моему, еще рекорд поставил. Ну, сам для себя. Никогда так быстро я не проходил это место. Ни хрена себе. Ну, Накос всегда там вспомнится. Накос. Короче, закрим. Слушайте, ну, опа, спаун словил, вы видели? Палево какое. Телепортируется, кажется, твареныш. Ну ладно. Неплохо, да? Что же? Смогу ли я это пройти, если я нахер заткнусь и не буду снижать себе скилл тем, что я в 6 часов утра, еще плюсом... Да. Еще плюсом болтаю. Чертов солнечный день, он меня вчера убил. Не переношу солнце. Хуже этого ничего нет. А у меня долг от спойщика, я не могу не болтать. Я же все-таки личность. Чем иначе я отличаюсь от других? Такс. Меньше болтай, идиот. Понял. Опа. Ну, немножечко застопорился. Ну, ничего. Для кого-то это застопорился, что? Нормально, нормально. Главное нахер заткнуться. Ну да, чтобы вот такого вот не было. Просто, мать твою, заткнись, вот Геймер. Идиота кусок. Охренеть. И это 6 часов утра? Серьезно? Ну, короче, рассказываю. Вчера я провалялся полдня. Ролик должен был выйти вчера. Я сел утром. Чувствую, что не могу записывать. Тяжело, все болит. Ужасно. Вот. Потому что мой вампиризм меня убивает. Если я... Да, было сильно яркое солнце. Я не смог его терпеть. И я чуть не умер. И, короче, да. Пришлось валяться и терпеть, пока наступит ночь. А ночью нельзя шуметь, кричать и так далее. А вдруг момент какой-нибудь в игре будет классный? Вот я сейчас жизнь не потерял. Прикиньте. Взял бы и как? Заорал. Но нет. Вот. Так что я отложил на, получается... Вообще хотел отложить на вечер сегодня. Но такие дела, что, получается... Поспал 4 часа и понял, что нужно выполнять свой долг. Вот. Я очень обязательный. Смотрю, просмотры хорошие. Там, сколько уже? 540 их.
Уф, думаю, ни хрена себе. Спасибо огромное, Вицназак, да? И типа... Чувак, давай вставай, записывай. И вот я, пожалуйста, 4 часа поспал. Не очень честно. Естественно, привел себя в порядок, умылся все его. Да. Так, все, не расслабляться, молчать. Неважно, сколько тут жизни, тут вроде как нельзя вернуться. Хотя, если сдохнуть снизу... Ну да, если ты на Наклза не напоришься. Надо успеть. Обязательно успеть. Нежелательно тут вообще проигрывать. Я не уверен, можно ли тут вернуться. Вот это было близко. По-моему, это лучший трай. Подожди меня, Крем! Я даже не увидел его. Ничего себе. Ну, короче, да. Я полдня оправлялся, хотя ролик должен был выйти еще вчера. Естественно, записан и смонтирован под вечер. Тихо. А, что я, кстати, вчера делал? Ладно, у меня есть доп. Жизни. Не смог я. Заболтался? Окей. Да. Я смотрел Sonic Youth годовой давности у iShowSpeed. Вот, выпало. В принципе, прикольно. Улыбнуло под вечер. И лег спать, и вот они я тут. Жаль, рекорд по жизням мне удастся установить. Ну ладно, меньше болтать надо, идиот. Вот именно. Я еще и на стуле подпрыгиваю вместе с этой штукой. О, а еще у меня вчера под вечер была очень тяжелая тренировочка. Да, я идиот. Не, естественно, я начал тренироваться, когда мне полегчало. Ой, жаль, бага тут не было сейчас, который высветил бы мне надпись «Прыгай», когда я уже прошел. Был такой баг в серии 5, вроде да, на Соло Крим. Хотя могу ошибаться. Хотя вроде был. Ладно, неважно, проходим. У нас есть жизни. Так, точно. Точно. Так, все. Поехали. Ну, бывает. Чёртово солнце. Нет ничего хуже солнца, когда, например, зима. Для меня это еще хуже, чем лето. Но зиму саму я просто обожаю. Ладно, я просто не знаю, о чем говорить, снижаю свой скилл намеренно, пока болтаю. Ну что поделать? Не смейте отписываться, тут мало того, что еще вторая часть будет этой игры, так еще и Диана режим. Еще до хера всякого такого. Ты че, имбецил? Фу, я замер. А вот я тебя и обманул. Сучаныш. Да ладно, очень хорошо. Есть! Я! Пройдено. Чур, знаете, я слежу за каждой вашей подпиской, за каждым вашим лайком, комментарием. Хотя подписки не так важны, но окей. Да, для статистики видео. Классно. Что же, I'm the Hedgehog. Просто подписки снижают количество постоянных зрителей, если чё. Да, и видос так себе продвигается, потому что количество постоянных зрителей важно. Вот. Обязательно. Важно. Да, не идеальное свидание. Но вы все равно подписывайтесь, если собираетесь меня смотреть. Вот и все. Если человек подписывается и не смотрит, из-за этого падает статистика новых видео. Особенно в первые сутки, когда важно, чтобы как можно больше зашло постоянных зрителей. Окей, все, меньше болтай, идиот. Тут надо поаккуратнее, но, естественно, я буду болтать. Стартуем. Ну, тайминг помню. Когда нужно свернуться, а чур, когда вы сворачиваетесь, вы дальше летите. Да. Просто заткнись, вот спой геймер.
Заткнись. Но нет, ты будешь болтать, потому что это твоя обязанность, твой долг. Потому что ты не снимаешь no commentary, верно? Есть, тайминг просчитал. Чур там застревает персонаж на том месте. Есть. Come on. Снизу я не побегу, если меня не заставит судьба. The Gate of Fate. Так. Давай, камон, идиот. А это я помню. Больше не попадусь. Ну да, зато пружинку не смог запомнить. Молодец. Раз, два. Еп. И берем могилку. И будет секреточка после того, как мы пройдем на лучшую концовку. Опа. Да? Джексон Роуз. Папа? Ну, ушедший за хлебом, ладно, я так уже шутил. Так что смотрите прошлые серии, все есть по подсказочке. У меня все красиво оформлено, потому что я перфекционист. Вы думали меня провести? Come on. Let's go. Тут будет. Ага. Помню тебя. Страшилище. Это было рискованно. На самом деле. Я рад, что новые зрители подписываются. Хотя новые зрители и подписка это как бы почти одно и то же, да? Верно? Как я, конечно, интеграцию прям подгоняю. Мне хоть рекламщиком работай. Тихо. Меньше болтай, ты снижаешь свой скилл от Spyggamer. Спасибо, дорогой. Ладно. Еще раз прыжок. Окей, переиграем. Куда спешу, вы скажете? Бегу туда, потому что мне нужно делать массаж лица. Да, прямо после этого видоса. А еще монтировать. Ладно. О, второй раз можно могилу взять? Я вас понял. Та штучка уже отвалилась. Ну, видимо, можно, да? Все-таки Денис мне сказал, что если ее взять, то получишь код, который, активируя, ты сможешь увидеть прикол. Вот. Угу. Риск. Риск. Фриск? Че? Ну ладно. I'm here again. Тихо. Меньше выпендривайся, как типичный злодей, а? Даю шанс игре. Вот это было больно! Вы видели это? Прям шоу Мистера Беста. Кстати, кто смотрел его новый ролик? Да, он прикольный. Что-то мне сейчас это напоминает. То, что я прохожу. Так, а тут берем жизнь. You got a life. Потому что там будет очень сложный уровень. Я угадал. Ну как, я помню, просто решил удостовериться. Тут вот будет. Нет? Серьезно? Я помню. А тут просто пробежать можно. Зачем? Чтобы поустрашать? Помню. Помню. Спокойненько. Аккуратно. Не спеша. Пройдено. Ой, ну рано радоваться. Сейчас нужно пройти эту хреновину рандомную. Почти. Так что просто заткнись от Spyggamer. Просто заткнись, чертов идиот. Кто давно смотрит это прохождение, а я думаю, вы не с первой серии это смотрите, те знают, что в этом моменте я должен сказать вам про маску для лица. Ладно, это уже какой-то мем этого прохождения, кто меня смотрит еще с первых серий. Так что смотрите все по плейлисте.
Так, просто забудь про свои шуточки чертовые. Переставай быть Сансом и проходи эту чертову игру, еще перестань общаться с самим собой, да. Так, тихо. Все. Лучшая концовка. Не уверен, правда, что Диана будет посложнее, но все же. Окей, одну зеленую я оставил. Черт побери, игра. Как же тебя ненавижу. Всего лишь 2 изумруда. Всего лишь 2. Всего лишь. Ты. Оу. Это красиво. Нет. Что это было? Буковка Р. Так, все, просто заткнись. Проходи нормально, иначе тебе придется тратить уйму времени, что ли, перепроходить это. Ты должен обязательно это все показать. Давай, вот спой геймер. А к черту тебя. Угу. Иногда к сложным вещам стоит относиться попроще. Какой-то мудрец, миллионы век до нашей эры. Так. Ну и там же еще была присказка про не играйте в игры Sonic Exe, и вот это вот все. Надо его звали. Тихо. Я сейчас чуть стул не втоптал в пол. Слушай, игра, вот... Ну, вот знаешь... Не собираюсь я с тобой долбиться, пока я с тобой не сходил на свидание, а ты... Чёртово отродье. Кривого геймплея. Так. Хорошее оскорбление для игры, да? Тут должна быть шутка про вашу... Про ваше воспоминание из детства, про вашу мечту из детства. Создать какую-нибудь игру. Свою игру. И разбогатеть. Но, по крайней мере, я выполнил частично это, потому что я создал свой хак. Очень давно. 4 года назад. Уф. Ну, наверное, такой себе, да? Так, все, давай потихоньку. Сказала она. И вышла в окно. Так. Ну вот, нехрен было в прошлый раз выпендриваться. Вывод? Это вообще как произошло? Ну ладно. Вот мой геймер идиот. Профессиональный идиот, прошу заметить. Ни хрена себе я баги использую. А я смогу выпасть, не? Сегодня? Видимо, халявы не будет, да? Тихо ты, чертила. Тихо, 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 тихо. Инсульт, блин. Головной жопы. Прекращай. Главное, чтобы баг не случился, и я наполовину не проскочил. Ой, у меня флешбеки, я был уже такое говорил как-то, да. И нарвался на баг. Так, все. Только попробуй застрять. Чертов шарик. Есть! Есть! Классно! Что же, идем на курортный остров. Позже. Отлично. Меня перенесло на курортный остров. Но где изумруд? Я же точно взяла его, пока была в лабиринте. Весьма странно. Похоже, Салли была права насчет непредсказуемости этих мест. Ну, по крайней мере, я здесь. Надо найти Соника. Да, Resort Island. Мне говорили, что это, в принципе, самый легкий уровень. Самый легкий уровень именно за Эми. Но я на хардмоде, и мне не дают конец. Геноцид бадников. Чем я лучше Соника Экса? Ну, если я случайно не нарусь на что-нибудь, конечно же. А это весело, черт возьми. Короче, средняя за Крим по сложности и за Салли самая сложная. О, что за пружинка? А, понял. Классная вода в игре.
Я не тренил эти айленды, я не хотел спойлерить себе какой-то сюжет, читать и так далее. А вдруг меня затянет, да? О, все? Ни хрена себе. Ты хоть разве тебе приличия? А, ну ладно. Эми, милая, это и вправду ты? Соник не убил тебя? О чем ты говоришь? Соник бы не убил меня. С тобой все в порядке, Салли? Я уже не уверена. Однако это странно. Я выбралась из лабиринта с изумрудом, но теперь у меня нет изумруда. Эми, что-то произошло. Я видела тебя и Крим мертвыми. Я не уверена. Там был Соник, но он выглядел странно. Он был темнее, чем обычно, и его глаза будто бы были прорезаны. Они были черные, с красными зрачками. Там были и Тейлз с Наклзом. Они имели те же изменения, как и Соник. Он пытался убить меня, но я смогла сбежать. Потом я оказалась в странной пещере. И после того, как я смогла выбраться оттуда, я оказалась здесь. Но теперь в округе нет никаких пещер. Сайли, это звучит, как будто бы ты бредишь, но почему-то мне кажется, что ты не врешь. Сегодня и вправду довольно странный день. Однако, давай обсудим это позже. Нам надо найти Крим. Мисс Эми, мисс Салли! Крим! Слава богу, ты в порядке. Да, но мистер Тейлз и мистер Наклз, они... С ними что-то не так. Они странно выглядят. И к тому же, они пытались убить меня. Значит, я все-таки не схожу с ума. Похоже на то. Так, что теперь будем делать? Мама, мы должны предупредить ее. Твоя мать была там? Не бойся, Крим. Я уверена, она справится. Эми, мы должны связаться с борцами за свободу. Возможно, мы сможем понять, что произошло с Соником и остальными. Простите, что такое, но здесь что-то не так. Какого? Стань за мной, Крим. Девчонки. Твою мать! Почему в этом измерении все сопротивляются? Почему вы просто не сдохнете? Так, надо успокоиться, Экзактор. Они встретились перед тем, как симуляция зависла. Отлично, это значит... Они появятся здесь. Спустя время. Ну что, вы проснулись? Отлично. Черт, просто скажи, что ты хочешь от нас. Хочу пополнить свою армию. Что за армия? В любом случае, тогда бы ты не стал ждать, пока мы проснемся, а просто бы убил нас. А ты не глупа, Салли? Я бы хотел извиниться, что мы так напугали вас. И особенно хотелось извиниться перед Крим. Мы не смогли спасти ее мать. Что это значит? Мам! Нет, прошу! Да как ты, блядь, посмел? Ты... Спокойствие, Эми. Здесь дети. Выпусти меня отсюда, и я покажу тебе, как я спокойна. Ты больной урод! Чутка позже. Может, ты скажешь нам, что произошло с Соником, Тейлзом и Наклзом? Они в порядке. Извините, что они пытались убить вас. Это был мой приказ. Ах ты уёб! Так они стали твоими безмозглыми куклами? И мы собираемся стать такими же? Не бойтесь. Они остались прежними. Вы тоже будете. Я все вам объясню после ритуала. А сейчас готовьтесь.
Умница, Эми. Теперь быстро ищем выход и выбираемся отсюда. Ну и код, естественно, я вам замажу, который я получил благодаря могиле. Да, мне так сказали сделать, хотя тот же Диана код можно собрать, именно поэтому я его не замазывал. Хотя это странно все же. Ну да ладно, мне так сказали, я так сделаю. Хотя канал мой, я бы имел право, ведь пройти на эту концовку не так уж и просто. Ну и не так уж и сложно, но лично для меня, видите, я в 6 часов утра даже, будучи в Алтае, записывая, я смог это сделать. Ладно, замажу, если что, сами проходите. Коды чур надо вводить вот так. Такой пример вам. Блокнотик ини. Естественно, документ в игре, да? Вот, и вы активируете специальные всякие катсцены, режимы и так далее. Что же, кстати, это первый раз, когда я сматерился за всю карьеру. Обычно я матерюсь на английском, жесткий черный юмор и так далее. А тут типа вынудили диалоги, так что извините, кто смотрит без наушников. Хотя шутки про матерей, наверное, и сестер еще получше будут даже. Ладно. Эти игры как бы единое целое, и вы сразу же получаете предысторию. Вот, пожалуйста. Это будет очень-очень интересно. Нужно для этого зайти во вторую часть игры. То есть они связаны. Вы вводите блокнот, код из первой части и попадаете во вторую. Да, такие дела. Моя жизнь не была легка. С самого детства меня готовили к тому, что я всегда буду в опасности. Когда я была маленькой, мои родители подарили мне кувалду и сказали мне всегда держать ее рядом. Они говорили о страшных роботах, летающих по улицам и уничтожающих все, что видят. Мне было очень страшно из-за этого. К тому же, моя кувалда была очень неудобная и тяжелая, и я почти не могла использовать ее. Однажды, когда я возвращалась домой, я встретила 2 страшных роботов. Я еще никогда так не боялась. Я начала убегать и слышала, как они стреляют в меня. Я начала уставать. И тогда заметила лес вдалеке. Я собрала все свои силы, выбросила кувалду и побежала туда со всей скоростью. Когда я побежала до туда, я также услышала звуки пил, наряду со звуками выстрелов. Я продолжала бежать вперед, боясь остановиться. Когда же сил уже не было, я упала на землю, дыша и хмурясь. Однако, я больше ничего не слышала. Было очень тихо. Лишь ветерок трепал листья деревьев. Я поднялась на ноги и осмотрелась в страхе. Это был красивый, густой лес, с очень высокими деревьями. Но когда я решила прислониться к одному из них, подо мной вылезла циркулярная пила. Я отпрыгнула назад и чуть не была пристрелена странным арбалетом, торчащим из коры дерева. После такого я стала двигаться осторожнее. Передо мной постоянно появлялись пилы. Некоторые из них даже поцарапали меня. Но каким-то образом никакое оружие там не убило меня. Я потерялась и начала бродить по лесу. К моему счастью, я нашла интересные фрукты, растущие на деревьях, и позволившие мне не умереть с голода. Я не помню, как много дней или недель я бродила по лесу, прежде чем нашла выход. За это время я научилась быстрой реакции на ловушки, карабкаться на деревья и даже смогла переделать один из арбалетов в свое оружие. Несмотря на все опасности, мне казалось, что Железный лес хотел помочь мне. Он защищал, а не убивал меня. Хотя ни роботы, ни мобианцы не выживали здесь. Я начала испытывать благородность и любовь к этому месту. Оно спасло меня, защитило и даже научило выживать в дикой природе. Когда я вышла из леса, я пообещала, что еще вернусь. Но когда я вернулась домой, наша деревня была уничтожена, никто не выжил. Я нашла тело отца. Его голова была прострелена, а наш дом был разгромлен. Я похоронила папу. Как бы я ни старалась, я не нашла маму. Забрав какие-то нетронутые вещи, я вернулась в Железный лес. Я прожила там 15 лет, иногда делая вылазки в ближайшие города, крадя еду и вещи, и помогая жителям уничтожать роботов. Лес научил меня этому. Но однажды, гуляя по лесу, я услышала странные крики. Это был Синий Ёж.
зажатый между пилами. И я помогла ему выбраться, прежде чем его разрезала. Что ты здесь забыл? Разве ты не слышал, что железный лес смертелен? Фух, это было близко. Ха-ха, опасность – мое второе имя. Серьезно? А я думала, что идиот. А ты великая воительница железных лесов, да? Великая воительница? О чем ты говоришь? Не стесняйся, милашка. Весь наш город говорит о тебе. Ты как живая легенда. Хоть некоторые думают, что ты миф, кто бы не зашел в этот лес, не выйдет оттуда живым. Говорят они. Я тоже очень хотел встретиться с тобой. Так что я ускользнул от нашего командира, Салли, и прибежал сюда. Мы набираем людей в нашу группировку борцов за свободу, которая защищает мирных жителей. Ты бы была очень полезна в нашей команде. Представь, быстрейший Ёж и легендарная воительница. Ты не в моем вкусе. И смысл мне идти с тобой? Я и сама могу помогать жителям. Если ты вступишь к нам, ты получишь бесплатное проживание, бесплатную еду, зарплату и станешь очень уважаемой персоной. Я не хочу известности, но кое-что из этого меня заинтересовало. С кем я могу поговорить об этом? С нашим лидером. Она будет на точке сбора. Ладно, тогда пойдем. Класс! Кстати, не подскажешь мне, как выбраться отсюда? Этого ежа звали Соник. Он раздражался и с самоуверенностью и попытками подкатить. Сдерживаясь, я дошла до нужной точки, но там была битва. Я инстинктивно застрелила 2 роботов и быстро пристрелила одного, который прыгнул на коричневую бурундучиху. Когда атака была отбита, бурундучиха начала благодарить меня. Ее звали Салли. Она была командиром группы, которую я и искала. Мы договорились, что я смогу возвращаться в лес, когда будет тихо, и что меня не будут отправлять на публичные мероприятия. Салли была милой и веселой девушкой. Мы быстро подружились, и я даже научила ее, как драться. Она была неловкой, но очень упорная. Город тоже был хорош, но я часто скучала по лесу. Я знаю, что он тоже скучал по мне. Однажды я патрулировала улицы и увидела робота, нападающего на маленькую крольчиху. И я спасла ее. И после этого мы начали постоянно пересекаться. Куда бы я ни шла, она всегда была неподалеку. Ее звали Крим. Она была очень милой, мы подружились. И она даже пригласила меня к себе домой. Ее мама, Ванила, также была очень хорошей женщиной. Я стала званым гостем их семьи. И потом я познакомила Крим и Салли. Они определенно понравились друг другу. Но они мои единственные настоящие друзья. Крим даже больше, как сестра. Я очень дорожу ими. Они последние, кто у меня остались. Такие вот дела. Ни хрена себе, да? Прикольно. И код, кстати, автоматически исчез с ini файла, с ini документа. Это очень прикольно. Окей, возвращаемся в первую часть. Уж не думал, что мне придется, переться во вторую, которая, кстати, загружается намного дольше. Что же, прописываем Quakles, и хочу вам показать остальные. Да. Остальные штучки. Во-первых, я хотел проверить по поводу дорогой нашей Кримки, но это потом. Давайте сначала Resort Island посмотрим. Курортный остров за Крим он средний, говорят. По сложности. Похоже, я наконец оторвалась от них. Надо предупредить мисс Эми, но железный лес слишком далеко отсюда. К тому же, я не выжила в этом лесу. Но почему я такая бесполезная? Ладно, мисс Эми всегда учила меня сохранять спокойствие. Мне просто нужно найти помощь. Надеюсь, у меня хватит времени найти мисс Эми и вместе защитить мою маму. Главное успеть. Посмотрим, смогу ли я пройти это с первого раза. Жаль, что я не умею плавать. У меня есть второй вариант. Нужно разогнаться. О, что имеется в виду? Оу. Я вас понял. Такс.
И как это делать? Ага, я понял. Я думал, что спин нужен. Ого. Там, по-моему, пружина была. Вот это было опасно. Воу, это классно, если честно. И тут тупик, да? А я летать не могу. Черт, точно. То есть я пошел неправильным путем? Неожиданно. Окей. Значит, все-таки это типа развилка. Я вас понял. А, ну да, тут пружинки. Понятное дело. До свидания. Аккуратно. Локация такая себе, еще я и на хардмоде зачем-то это прохожу. Хотя Диана Кот уже не выдастся. Уже все есть. Тихо. Что это было? Я касцену забагал. Ого. Ого. А, то есть, если проходить, получается, за Эми, фраза быстрее, типа, ну, мы больше узнаем всего, да? Типа, мы пришли уже не вовремя, они все проходили через курортные стола. Вон оно чё. Ну, то есть, получается, нужно проходить... В последнюю очередь я правильно все сделал. За Эми. Именно она первая сюда прибывает и больше диалогов. Я понял. Окей. Никакие диалоги не отличаются. Окей, окей. Что же, перепроходим. Перепроходим. Так, теперь Салька. Ого. Ого, классно обрывается локация. Прикольно. Я еще думал, это под землей происходит. А тут, оказывается, это все на поверхности. Что? Курортный остров? Это невозможно. На всем острове нет подобных пещер. Она пропала. Вот это да. Что? Этого не может... Я с ума схожу. Может, все это просто кошмарный сон? И начинается Resort Island. Resort Island. Так, тут есть щиты. И в чем сложность? Дин сказал, что тут прям жопа. Я могу щитами их убивать? А, я должен перепрыгивать, получается, да? Что происходит? Ну, допустим, у меня ограниченный запас кислорода или что? Что это значит? Медленно щиты восстанавливаются. Что? Ну я просто поверху прохожу и все. Ну да. И я жонглирую просто... Понял? Ого, та самая стенка. Забавно. Вот это реакция. Вы что, думали, меня проведете? И да, все, проходим. Или еще нет? Тихо. Играй, хватит. Игра. Все, заканчивай. Ребят там развлекаются. И все. Я понял, да. Так, сейчас прибудет Кримка, да? Ага. Ну, все те же самые диалоги, я понял.
Ну что же, хочу посмотреть, что будет, если тут умирать. Посмотрим, перезапускаем игру. Ну, долго ходить за этим не нужно, если там нет гейм-оверов, да, разных. Прописываем Quickles. Без хард-мода, не нажимая циферку 1. Мы берем, например, вот этот уровень, да, за Крим. И смотрим, что будет, если умереть. Например, от... А, тут есть кольца, смотрите-ка. Да? К примеру. Бадник. Давай. Ну ладно, с кем не бывает. Вот так, например. Что будет? А. Ну, как я понял, ни хрена, да? На каждом уровне будет одно и то же. Я понял. Что же? И еще одну штуку, которую я хотел проверить. Кстати, если проходить игру на нормале, а не на хард моде, как я проходил, то вы не будете получать Диана-код, да? По одной буковке вы будете получать кое-что интересное. Кое-что по поводу Джантлера. Ладно, прописываем. Я хотел проверить то, что меня давно беспокоило. Если не берем хардмод, а берем, например, вот эту локацию, да, где за Крим нельзя погибнуть, можно только погибнуть другим способом, мы успеваем, например, к Наклзу, да? Мы можем ли перепройти этот момент, если сдохнем, ну... Если нас убьет Тейлс, например. Да, все, мы застопорились, все, врезались в стену. А, ну хотя Наклз медленно ползет, но неважно. Вот, мы врезались в стену, тут поврезались, вообще плохо проходим. Я вот хотел чисто проверить. И, в принципе, я успокоюсь. Вот, мы решили, например, снова через низ пойти. Пипец тут колец. Хотя так и надо. И типа сюда проходим. Все, мы не успели, Наклз типа все там смеется. Все дела. Вот, пожалуйста. Нас, если убьют, что будет? Это отдельная локация считается? Или нас навсегда убивают? А, ну да, значит в этом уровне по-другому невозможно. Забавно, то есть в этом уровне сколько было, у вас там хоть 5 жизней не было. Да, если проходить сначала, получается, через Салли, потом через Эми и возвращаться к Рим. Уже третий. Получается, вас не спасет, если вы застопоритесь на первом уровне. Не получится сдохнуть. Ладно, что же. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я уставший и у меня уже 7 часов утра. То есть мы с вами провели целое утро с вами я встретил, так что спасибо. Подписывайтесь, я вас всех очень-очень люблю и ценю. Что у тебя с глазом, Соник?